Дело в том, что общество утрачивает потому, что нету стержня. В основе стержня лежит вера. Или вера в высшие начала, или вера в справедливость и так далее. А поскольку ни капитализм, ни наш коммунизм, наша система, не несли вот этого вот начала, и люди поняли, что то мировоззрение, которое прививается им, оно основано в основном на лжи. А ложь, как ржавчина, она разъедает человеческие отношения. Только искренность может сближать людей. И поэтому та власть, которая обещала одно, а делала другое, она только подрывала свой авторитет. И люди постепенно, значит, утрачивали веру в справедливость этой власти, и, естественно, в силу своего развития они пытались обращаться к каким-то потусторонним силам, которые бы им могли бы помочь. И здесь вот общество, любое наше действие, оно должно быть одухотворено. В нем должен быть присутствовать дух. Дух – это значит приоритет духовно-нравственного начала, который закладывается в наш поступок, в наши действия и так далее. И если этого у нас нет, то в конце концов наши действия будут обречены на провал. Взять, например, вот, допустим, что такое моральное сознание? Моральное сознание – это внутренний укол совести за содеянные поступки, которые совершает человек. И вот это вот моральное сознание на 180 градусов американское отличается от нашего. Если в Америке моральное сознание устроено так, что когда возникает конфликт, не требующий судебного разбирательства, там они находят точки соприкосновения и приходят к согласию, к обоюдному, решают. У нас же любой шаг в сторону, значит, согласия или в сторону установления мира, он вызывает резко отрицательную реакцию. И человек, он не хочет даже об этом слушать. Он идет на конфликт. Русские неправильно понимают слово «нет». Поэтому, значит, вот этот вот тот конфликт, на который они идут, он до тех пор, пока до суда не доберется, до третейского, когда кто-то со стороны может разложить все по полочкам и решить. Сами мы не в состоянии. А теперь давайте посмотрим, что такое наш рынок современный. Наш рынок – это поле потенциальных конфликтов, поскольку каждая сделка – это потенциальный конфликт. Где-то кому-то нужно уступить, кому-то наоборот наступить на горло противнику там, или партнеру и так далее. И поэтому у нас этот рынок, он плодит вот эти вот конфликты в геометрической прогрессии. И эти конфликты, поскольку это связано с выплеском энергии негативной, они захватывают и других людей. И получается, те, у которых не одухотворены вот этот, их бизнес, их программы, их проекты, они в скором будущем, если сейчас они успешны, они все равно потерпят фиаско. Потому что энергетическое закрепление наших благородных целей идет свыше. И если мы, ведь Создатель нам предоставил право выбора. И за этот выбор, что характерно, он нас не наказывает. За выбор человек наказывает себя сам. Вот если подходить, взять, например, точку нулевую отсчета, там направо это отрицательный выбор, налево положительный. И если мы выбрали, а положительный выбор, он поддерживается свыше вот этими силами. И если мы выбрали отрицательный выбор, то тогда мы удаляемся от помощи свыше.
мы только надеемся на самих себя и на тот, значит, результат, который нечестным путем хотим получить, сделать что-то, и поэтому в конце концов у нас идет разрушение. Там не может быть равновесия, где заранее априори заложен отрицательный результат. Поэтому вот так. Чтобы, значит, высветить причины и цели дестабилизации обстановки в мире, нужно сначала понять, из чего эта обстановка складывается. Начнем с самого начала. Дело в том, что весь окружающий мир, в том числе и люди, и мы, состоим из одних и тех же элементарных частиц, из атомов и молекул. И вот каждая такая элементарная частичка, она обладает своим потенциалом. Из этих потенциалов элементарных частичек складываются целые поля, полевые образования. И вот этот вот мир, он влияет на нас, на людей, с помощью вот этих вот полевых образований, а мы влияем на этот мир с помощью слов, своих мыслей и своих деяний, своих поступков. Поэтому сейчас мы можем заметить, что у нас очень сильная энергетическая разбалансировка пространства. Дело в том, что ни для кого не секрет, когда люди говорят, что мы этот мир творим своими мыслями. И вот те мыслеформы, которые мы испускаем, они дестабилизировали всю ситуацию в мире за счет вот своего негатива, за счет своей агрессивности, за счет насилия. И в макромире и в микромире все стремится нормальное состояние, это когда системы находятся в равновесии. А когда это нарушено, то для того, чтобы систему привести в равновесие, необходимо накопление энергии, мощный взрыв и смена. Или смена общественного строя, или смена каких-то руководителей и так далее. Потому что основная причина вот нестабильности политической и экономической обстановки, которая выводит людей на улицы, это разотождествление между желаемым и действительным, лежащим в области политики. Дело в том, что задача любого государства – согласовать интересы социальных слоев и групп. Потому что любое государство – это механизм, который создает общество для того, чтобы этому обществу и людям, находящимся в нем, жить по справедливости. А когда этой справедливости нет, когда интересы не согласованы, то тогда и возникает чувство протеста, и люди выходят на улицу. Потому что необходимо понять, что человеком по жизни движет интерес. Что такое интерес? Это осознанная потребность. И эта потребность, значит, она как раз и движет человеком. Ну, например, если человек вдруг стал испытывать жажду, это значит, у него сформирована потребность в питье. И вот если эта потребность, она формирует мотивацию поведения человека, он начинает сразу мыслить и рождать мыслеобраз, как он может удовлетворить эту потребность, реализовать ее. Значит, он должен где-то или магазин найти, где водичка, или кран, где можно напиться, или там родничок какой-нибудь. И поэтому, если интерес движет людьми, то управляет людьми образ. Образ – это способ реализации сформированного интереса. И вот когда происходит нарушение вот этих интересов, социальных слоев и групп, разотождествление между желаемым и действительным, лежащим в области политики, а проще говоря, это то, что власти обещали сделать, когда их выбирали, и у них это слова расходятся с делом,
то это приводит к росту вот этого противоречия. И это противоречие, а это энергия, которая периодически будет выплескиваться, потому что для того, чтобы человеку жить в комфортных условиях, ему необходимо изменить эту окружающую реальность. Вот если взять по большому счету и оценить, что получилось после развала Советского Союза. Большинство наше население попало в стрессовую ситуацию, потому что у нас стала меняться ценностная ориентация. Смена ценностной ориентации привела к внутреннему напряжению у большинства людей. И это внутреннее напряжение, оно стало проявляться в виде агрессии, в виде, значит, различных выступлений. И получилось так, что социальное расслоение породило море персональной зависти. Зависть сформировала комплекс униженности у большинства наших людей, которые не могут себя правильно реализовать в этой жизни. А уже комплекс этой униженности, он породил внутреннюю потребность в мести по отношению к обеспеченным людям. Вот здесь вот и скрыты вот эти вот причины. И до тех пор, пока государство, как механизмы общества, любое государство, не согласует интересы социальных слоев и групп, периодически будет вот эти вот выступления происходить. Если взять, например, нашу Россию, то предел выживаемости на такой большой территории, как Россия, он плавающий и относительный. Где-то кто-то выживает за счет близости границы, кто-то за счет приусадебных участков, кто-то за счет посреднических операций, поскольку сама жизнь заставляет искать вот эти ниши, где человек может не жить и развиваться, а хотя бы выживать. И поэтому, если когда нарастает вот этот вот накал страстей, у нас не может заполыхать вся Россия, потому что люди по-разному живут в разных регионах. И если уж подходить вот так вот по-простому, по-обычному, мы можем сказать, что мы в семье-то не всегда можем найти общий язык между членами семьи. А что тут говорить в рамках всей России? Потому что спектр интересов, он настолько разный, он настолько разнится. И здесь еще накладывается вот то стрессовое состояние, потому что когда человек, он не может ни спрогнозировать ни свое будущее, ни будущее своих детей, он попадает вот в эту внутреннюю ситуацию напряжения, у него возникает внутренний конфликт с самим собой. И что получается? Получается то, что вот это вот внутреннее напряжение человека или стрессовое состояние приводит к декомпенсации основных регулирующих систем организма. Попроще, если выразиться, это так. Начинают в это время активно работать надпочечники. И в кровь вбрасывается огромное количество гормональных продуктов. До 50 гормональных продуктов сбрасывают в кровь надпочечники. И как только вот это вот избыток гормонов, он начинает воздействовать на белковый, углеводный и жировой обмен, эти обмены начинают отклоняться от своего нормального состояния, то тогда идет автоматически блокировка левого полушария человеческого мозга, которое отвечает за логику здравого смысла. И тогда человек утрачивает чувство реальности, и он делается подверженным влиянию со стороны. Им можно легко управлять, поскольку вот это состояние избытка гормональных продуктов, оно закрепляется биохимической реакцией. И вот эта вот биохимическая реакция, она настолько устойчивая, поскольку он все время себя подпитывает этими отрицательными эмоциями, и оно может тогда только пройти, когда человек подвержен большой физической нагрузке, тогда можно только гормоны нейтрализовать.
только через физическую нагрузку. А так как этого не происходит, то человек и носит в себе, потому что любая информация – это энергия той или иной знаковой направленности. И болезни все человека, они возникают от психики. Психика – это главный регулятор жизненной энергии человека. И психика у нас, она реагирует на образы, потому что мозгу нашему безразлично или реальность, или виртуальность. И взять, если, к примеру, я буду рассказывать, что вот человек, допустим, кушает лимон, кусает его так сочно, и текут, значит, сок течет, и слюни у него, выделение идет вот такое обильное, то человек, который это слушает, у него реакция органов будет соответствующим образом. У него тоже начнется обильное слюноотделение. Это то же самое. Это на виртуальный образ среагировали наши внутренние органы. Также и на остальные образы все реагируют. А теперь давайте посмотрим, какие образы нам несут средства массовой информации, кино и телевидение. И вот эти вот образы, там нету образов добра, очень маленькие крохи. Я вот, например, дома, когда ложусь спать, я смотрю только «Маша и медведь». Значит, вот эти вот мультики, поскольку тогда я отдыхаю. Но когда мне каждый день показывают трупы, показывают, как там происходит ситуация в Новороссии, там воюют, а потом идут фильмы, сплошные, значит, убийства, и стрельба, и взрывы, и огонь, а человек это все воспринимает, это все идет с отрицательным знаком, это приводит к тому, что он начинает испускать негативные вибрации, негативную энергию. А так как нас окружает в окружающем мире очень много вот этих полевых образований различной знаковой направленности, эти образования, их называют эгрегоры. И вот эти вот эгрегоры, они начинают влиять на человека. И не только влиять на его здоровье, приводя его в разбалансировку, его внутренние органы, но и влиять на его поведение. Это и называется полевое управление людьми. Потому что какие мы мыслеформы рождаем, то такие мыслеформы, они разной знаковой направленности. К такому эгрегору мы подсоединяемся. Вот я вам приведу один простой пример. Нам преподаватель на занятиях проводил. Мама ушла на работу, оставила около зеркала свою косметичку. Девочка проснулась, 13 лет, увидела и решила, значит, подкраситься. Она очень яркую, значит, помаду взяла, накрасила, а потом еще мамины колготки взяла, черные надела, и юбочку сделала очень короткой. Как только она создала образ девицы легкого поведения, у ней и ужимки, и поведение стало такое. И это также вот все эти эгрегоры, они очень мощные, особенно мощный эгрегор преступного мира. И только люди, обладающие сильной волей, могут после выхода из тюрьмы, значит, обрести свою какую-то индивидуальную жизнь и зажить счастливо. Остальные же цепкой хваткой этот эгрегор держит людей. Вот это вот полевой монстр, он управляет людьми. И мне как раз бы здесь хотелось сказать то, что люди вот считают модным, а мода – это утрата своей индивидуальности, и что это несет, какой ущерб человеку, какую угрозу. Если взять, например, модную вот эту вот татуировку, которую у нас делают все подряд, и лица мужского пола, и женского пола, и где только не попало. Дело в том, что человеческое тело, какой оно формы имеет, оно такую энергетику по своей судьбе тащит оттуда, сверху.
Значит, и когда мы это тело начинаем искусственными рисунками где-то разукрашивать, то мы можем изменить судьбу. Как только девушка, значит, или женщина, она нанесла татуировку на свое тело, она сразу подпадает под влияние вот этого эгрегора преступного мира. Поскольку все мысли о татуировке у нас, они были связаны только с преступным миром. Это наша традиция, это наши обычаи, которые испокон веков были на территории России. Это не те африканские племена, где татуировка означает принадлежность к какому-то знатному роду и так далее. У нас это совсем по-другому. И поэтому нельзя портить свое тело вот этими татуировками. Мы изменим свою судьбу. Нас обязательно постигнет какое-то несчастье, связанное с криминалом, с какими-то разборками и так далее. Если хотим нормально жить, значит, нормальный, здоровый образ жизни должны вести. Или взять, к примеру, модный вот этот вот пирсинг, пупок, который у нас делают девочки. Дело в том, что в пупке сосредоточено около 72 тысяч нервных окончаний. И когда девочка или девушка там прокалывает пупок, она сразу подсаживается на половую чакру. Вот это прокалывание пупка, значит, это было традицией в гаремах султанов, которые жили на Ближнем Востоке. Делали из такой девочки, из такой наложницы девушку для постели, потому что основные мысли у нее будут идти только вокруг полового вопроса. Значит, у нее будет блокирована логика здравого смысла, это девочка для постели. Поэтому наши молодые девчонки, которые учатся в вузах, они должны знать, что не надо свою индивидуальность, значит, утрачивать. Дело в том, что любое вот это подражание, или же тоже с Запада пришло вот эта вот мода на вот эти штаны с удлиненной талией, когда где-то болтается, это скрытая пропаганда гомосексуализма, которая закладывается на подсознание. Или же вот у нас также считаются, это я говорю с позиции психологии, как реагирует на это дело наша психика, наши органы. Или же когда модные делают завязку вот этого шарфа петлей. Петля на шее означает рабскую психологию. Как только любой символ, он тащит свою энергетику, и как только человек завязал вот такой вот узел вот на шее у себя, он раб, им управлять будут. Он сам себя отдает в руки какого-то управителя, который будет управлять его психикой. Поэтому вот эти вещи, их нужно хорошо представлять. Или взять модными, значит, вот обвешиваться черепами там разными. Череп – это символ смерти. И смотря в каком ритуале и как он используется. Потому что это также может приближать к роковому, значит, дню, когда человек может уйти из-за какого-то пустяка. Вот эти, вот, конечно, вещи, которые управляют людьми, нужно это хорошо себе представлять. Ведь нормально сложенное человеческое тело взять, если или мужское, или женское, когда оно имеет золотую пропорцию, то есть коэффициент Фибоначчи присутствует, это 1,618, когда у нас вот эта вот золотая пропорция создает гармоничное или тело, или какой-то объект строительный, или какую-то фигуру. Вот откуда и пошла поговорка «красота спасет мир», поскольку люди подолгу стоят у хорошо написанных картин или скульптур. Они подсознательно это делают, их никто не приводит и не ставит. Просто вот эта вот красота, она включает работу мозга, мозг начинает выделять эндорфины. Эндорфины – нейтрализатор стресса или гормоны удовольствия. И человек долго любуется, поэтому не надо свое тело портить различными кольцами, пирсингами, татуировками.
каждый у нас девочка, каждая женщина, она королева. Просто у наших женщин очень занижен вот собственный статус. Они в силу вот этих обстоятельств вынуждены работать вот в этой агрессивной среде, и поэтому у них и получаются и неудачные судьбы и так далее. Душа человека – это энергетическая матрица из ячеек опыта. И по приходу сюда, значит, в того человека, который родится, значит, душа программируется там, наверху, Создателем, на различные события и, значит, ситуации, которые с человеком могут произойти. Для чего? Для того, чтобы он, потому что предназначение наше основное – это эволюция души, развитие души. И вот если человек, он попадает в эту ситуацию, которая запрограммирована, он должен совершить какие-то действия, родить какие-то мысли и так далее. Если эти мысли, эмоции, чувства, они будут нести позитивный характер, то мы душу, вот ячеечки души, заполняем этими позитивными энергиями. Если, значит, отрицательные, то отрицательными. Дело в том, что поскольку все в природе стремится в равновесие, то не может быть одностороннее заполнение, или полностью положительное, или отрицательное. Это толчок к развитию, наличие двух начал. И вот когда у человека возникает избыток, вот он работает в агрессивной среде, вот ко мне приезжают за консультацией там девчонки, ребята и так далее. Я их спрашиваю, почему вы приехали, что вы хотите? Значит, не знаю, вот узнала от знакомых, там, что вот вы можете мне объяснить вот причину моих неудач и так далее. Я говорю, причина-то этих неудач в том, что вы очень забили вот свою матрицу души отрицательной энергией, и ищет душа как глоток воздуха, где можно получить позитивное. Потому что нам дает Создатель внутренний аккумулятор на случай каких-то стрессовых ситуаций для того, чтобы нас подпитать изнутри энергией. Но этот аккумулятор, его необходимо постоянно подзаряжать, иначе он как в машине там сядет и все. И вот подзарядка происходит, грубая подзарядка за счет приема пищи и сна, а тонкая подзарядка за счет общения людей. И вот это общение должно быть позитивным. Почему даже раньше, в старинные времена, купцы говорили друг с другом, что вот общайся только с успешными людьми, поскольку с кем поведешься, от того и наберешься. Пей с ровней, никогда не садись, не выпивай с людьми, которые, значит, где-то находятся в негативном поле, потому что информация, она очень передается через напитки, через водку. Почему и называли-то раньше, кто пил, собутыльник. Одну бутылку выпивали там на двоих, на троих, там, и вот эту вот информацию получали. И это знать тоже очень важно, потому что душа, она обязательно ее потянет для того, а поскольку мы живем в основном негативной среда-то, и работа где-то, и это, и нету там сплошного позитивного мышления, поэтому всегда возникает вот дефицит добра. Мы говорили, что вот добро вернется доброму, свет светлому, и получить посылку от себя ответную, так ожидаемую и так естественно, мир справедлив, живите соответственно. Что отдаем, то и получаем. И это нужно знать. И нужно еще знать, что счастье – это не материальное благосостояние. Вот девочка приехала, и я говорю, Машенька, вот если я тебе сейчас мешок дам с долларами или с золотом, ты на него сядешь, ты будешь чувствовать себя счастливой? Нет, потому что счастье – это внутреннее состояние души. Оно идет у нас изнутри, а не то, что вот если материально... И вот мы как раз затронули, почему общество деградирует. Когда у нас ценностная ориентация сменилась, акценты на материальность,
на деньги, потому что материальность, поставленная во главу угла, она разрушает структуру личности. И деньги имеют свое сознание. И когда человек выходит на большие какие-то суммы, он вот это вот эгрегор денег, он начинает им управлять. Он забывает своих друзей, он становится скупой, хотя у него полно денег. Все сразу заметят в нем вот эту вот перемену. И поэтому деньги всегда нужно рассматривать, можно хоть миллиарды получать, но рассматривать деньги не как самоцель, а как средство для достижения благородных целей, в которых заложено духовно-нравственное начало. Тогда и деньги, они будут впрок, тогда и в семье будет мир, и согласие, и все. Вот очень интересно вот по этой ситуации, которую мы сейчас затронули, значит, в обществе, когда мы работали с каналом, с информационным, и задали туда вопрос, как нам быть, что нам сделать для того, чтобы общество оздоровить, чтобы нормальное было. А оттуда идет ответ. Вы знаете, сегодня каждый из вас стремится найти свою сиюминутную истину. И этим истинам вы верите больше, чем тем, которые веками нарабатывались вашими предками. И не поиск истины сейчас важен для всех вас, а поиск согласия между вами. Вот когда вы акцент поменяете на это, тогда и общество у вас начнет оздоравливаться. Благодарю. И еще, значит, еще добавили, говорит, ну, а чтобы вам было понятнее, можно, говорит, сказать так, куда бежите вы толпой непознанных надежд, где путь ваш кончится и где начнется снова. Прощайте, мир уже у ваших ног, а вы его, толкая в неизвестность, себя теряете. Вы, говорит, потеряли себя. И страну развалили, и себя потеряли. А новую страну, сильную и могучую, построить очень тяжело. Потому что Россия, по преданиям, она является духовным сердцем планеты. То есть, если говорить другими словами, на территории России будут рождены новые взаимоотношения между людьми. И тогда Россия послужит резонатором для всего человечества, для того, чтобы оздоровить цивилизацию и планету. Ученые этого придерживаются, что возможность, значит, общения с энергоинформационным полем, она заложена в нас от рождения. Только с периодом времени происходит загрубление. Как правило, вот то, что я знакомился с этими материалами, где-то до 4–5 лет ребенок спонтанно может подключаться к информационному полю. Опять же, если взять наши пословицы и поговорки, там сказано, что устами младенца глаголит истина. Поэтому, если вот ребенок где-то 3 годика, и ему, значит, задать какой-то сложный вопрос, он не будет думать, он сразу, значит, ответит на этот вопрос. У меня был интересный пример. Мы делали программу с ТВ-3 по детям Индиго. И привезли там несколько ребят, и вот была Машенька, где-то годика 4 ей, такой бутуз с перевязочками, значит, игрушек там им наложили, и я с ними вел беседу. И вот она сначала меня слушала, я ей задавал вопрос, она быстро отвечала. И вот она говорит, о, я хочу котлетку. А там бабушка с мамой сидели. Бабушка достала домашнюю котлетку, вот с мою ладошку, такую увесистую. Она пришла, села, давай, говорит, дальше. И это ест котлетку. А режиссер, вот, который руководил этой съемкой, он говорит, Машенька, подскажи мне, пожалуйста, я хочу вот работу поменять, значит, где мне вот получше работу найти, что мне надо сделать. Она откусила, поворачивается к нему, говорит, работать, работать и работать. Я говорю, вот видишь, устами младенца глаголит истина. Не ищи, где глубже, работай, и у тебя все приложится. Так что вот это качество, да, но дело в том, что они
Значит, наши предки это использовали до самой своей смерти. В каком плане? Значит, когда им нужно было найти какой-то ответ на сложный вопрос или получить совет, они шли на капища, на свои, и там вот делали ритуальные такие типа молитв, что-то, и входили в это состояние и беседовали со своими предками, которые ушли, значит, и получали от них советы. Вот мне также известно, что вот эти вот качества измененного состояния сознания открывались у людей в сталинских лагерях. Значит, когда люди сидели там одни, в одиночках и так далее, и они тоже, значит, получали доступ туда, они общались, чтобы не сойти с ума. Это была как бы отдушина для сознания людей. И насколько вот мне известно от профессора, доктора медицинских наук Кострубина, царство ему небесное, он прошлый год умер, значит, он говорил, что каждые 90 минут человек автоматически входит в измененное состояние сознания. Это со стороны проявляется, как вот человек вроде задумался, ему там обращаешься, там, Петь, Вась, это, чего? Значит, и все, обратно. Это вот буквально мгновение. Это нужно для переключения вот этих энергетических потоков, для того, чтобы не было перенасыщения, как он объяснял. Не знаю, насколько это правда. Я вот в эту глубину не лез. И также вот это измененное состояние сознания, значит, в органах этой проблемой с 18 года занимались. Вот эти вот фильмы, которые я назвал, там четко сказано, и в том числе и работа вот профессора Смирнова. Смирнов был сыном Абакумова, которого стреляли, председатель НКВД. Родился он в тюрьме, вырос, а потом он уже взял фамилию дяди своего, значит, циркача там. Об этом тоже было сказано. И этот вопрос-то каждый человек, он может, если у него есть внутри желание, значит, и он где-то в спокойной обстановке может сосредоточиться, задать вопрос и немножечко посидеть, ему обязательно придет ответ. Это мы уже, вот это вот измененное состояние сознания, оно характерно тем, что уже готовые ответы получаем. Если нам нужно для этого как-то определенные условия, собраться, подумать, то есть другие люди, с кем я работал, это операторы или те же слиперы, они просто входили вот в это состояние, а это состояние характеризуется двумя моментами. Один это когда человек сидит вот, и ему задают вот этот вопрос, у него сразу идет ответ. И это называется автоматическое письмо или синдром Кандинского Клерамбо, когда они в таком состоянии рисовали свои картины. Значит, а у нас был это мягкий гипноз Эриксона. Это качество информации, значит, возрастало, поскольку, когда он сидит, пишет, там отвлекают разные шумы, свет, а здесь человек, он ложится, значит, закладывается в это состояние, потом дает сигнал пальчиком, что он готов, и начинаешь с ним уже беседовать, а после вот записываешь на магнитофон, как я работал. Это можно посмотреть даже в фильме «Колдун для президента». Там вот эта методика показана. Каждый из нас оценивает этот мир в рамках своего сознания. Эти рамки, они разные у нас у всех, потому что они формируются под внешним информационным воздействием в ходе воспитания, обучения, образования и нахождения в конкретной социальной среде обитания. И вот под этим информационным воздействием над внешним
на подсознание человека формируется поведенческая матрица. Это копилка устойчивых физиологических и эмоциональных реакций на внешние раздражители. И особенность этой матрицы в том, что она срабатывает автоматически, без осмысления, при попадании человека в схожую жизненную ситуацию, которую он видел в кино, по телевизору, в интернете, наблюдал в жизни. И вот это тоже, значит, можно рассматривать как некий элемент управления. Какие образы нам навязывают, такое в результате мы и получаем, потому что осмысление и есть управленческая программа нашего биокомпьютера. Что такое это осмысление или осознание? Это когда в получаемой информации мы выделяем смысл. А смысл – это и есть мыслеформа или мыслеобраз. А любой мыслеобраз – это энергетическая субстанция той или иной знаковой направленности, определенной частоты. И то, что мы рождаем в голове, нас сразу подсоединяет к этому эгрегору, или низкочастотному, или высокочастотному. Вот низкочастотный эгрегор – это зависть, злость, агрессия, насилие и так далее. Все отрицательные вот эти вот качества, они объединены вот в этом эгрегоре. И как только мы попадаем под этот эгрегор, он сразу начинает нами рулить. Очень простой пример вот, для тех, кто нас смотрит и слушает, это как формируется эгрегор пары. Взяли, например, два человека, парень, девушка, поженились и начали жить в отдельной квартире. Раньше они там не жили, пустая квартира. И вот как только они начали там проживать, они начали общаться между собой. И если это общение, оно построено на уважении друг друга, на любви, на взаимопомощи, на ласке, на нежности, то вот это общение и разговоры различные, и мысли, они порождают надсознательную психическую энергоинформационную сущность. То есть вот это вот полевое образование пары. И эта сущность, она подпитывается вот через это общение. И вот если это было в позитивную сторону, то тогда, значит, формируется постепенно в квартире пространство любви. А это нужно обязательно делать перед тем, как зачать ребенка. Потому что нужно сначала построить это пространство любви. И вот когда они приходят вечером домой с работы, эта энергетическая сущность, поскольку это эгрегор пары, он требует подпитки. И он будет провоцировать и парня, и девушку на хорошие, добрые поступки. Значит, и они будут изливать друг другу нежность, там, рассказывать что-то, любовь проявлять друг другу. И это так же, как и большие эгрегоры. Если попал под отрицательный эгрегор, так он и будет провоцировать на агрессию. Вот если построен этот эгрегор пары на неуважении, на оскорблении, на конфликтах, на ссоре, то он постоянно будет искать подпитки. И когда люди будут собираться в квартире, то любая мелочь, она может послужить причиной ссоры, для того, чтобы был выплеск вот этой вот энергии, который подпитал бы вот эту энергоинформационную сущность. Также вот и с большими эгрегорами. И мы сами не понимаем, а почему я вот так сделал, а почему я туда пошел, а то-то, то-то. А потому что первое, что нужно сделать, это очистить свои мысли, перейти на позитивное мышление. Тогда и будешь с нормальным эгрегором контактировать, и тогда он тебя будет и на добрые поступки направлять. А здесь это уже совсем по-другому. Некоторые люди даже из-за этого эгрегора, они настолько не хотят идти в квартиру. Ну, там, где теща живет, там, или другие там члены семьи, когда все это вот на конфликте построено, он будет, или он, или она, искать обязательно предлог, чтобы где-то у подруги или у друга остаться, или пивка попить, или на футбол сходить, но чтобы в эту квартиру не идти. Потому что они сами не поймут. У них дискомфорт
дискомфорт там, потому что эта сущность, она начинает провоцировать на этот скандал и постоянно требует вот этой вот подпитки. Также и то, что мы видим и в окружении нас. И поэтому себя все время нужно стараться контролировать. Контролировать себя в мыслях. Это даже написано и в Евангелии. Потому что мы мир творим своими мыслями. И тот же вот у каждой нации, у каждого народа есть свой Бог. Этот Бог, он создан за счет верований людей. У кого-то Будда, там, Кришна, Мухаммед там, и так далее. Но есть еще Творец или Создатель, или Всевышний. Это мыслящие энергоинформационные субстанции на уровне элементарных частиц, которые пронизывают весь мир, все вселенные, всех нас и так далее. Почему и говорят, что у нас внутри частица Бога? Потому что из таких же элементарных частиц и мы состоим. И нужно верующим людям обязательно знать, как разговаривать своим языком с Богом. Дело в том, чтобы дошла их молитва или до Создателя, или до их эгрегорного Бога, необходимо, чтобы человек в это время был спокойный, внутри уравновешен. Иначе тот образ, который в молитве будет рождать человек, обращаясь с просьбой, что ему надо, он не будет насыщен энергией. А если он не будет насыщен энергией, он не будет работать. Потому что механизм работы вот этого религиозного эгрегора, он очень прост. Если мы искренне совершенно желаем что-то получить от нашего Господа Бога для себя, мы должны насытить вот эту вот просьбу энергией. И когда эта просьба дойдет до нашего Бога, то мы входим в резонанс с этим полем и начинаем тащить на себя эту энергию дополнительную, которая структурирует вокруг нас пространство или создает условия для реализации наших целей или просьб, то, что мы туда отправляемся. Поэтому все очень просто. Нужно только искренне. Если уж ходить в храм и если веровать, так это нужно веровать в душе, а не просто, как делают вот наши руководители, стоят там, прощаются у гроба, крестятся ритуально. Вчера они были атеистами, коммунистами, сегодня они стали верующими. Это нельзя допускать. Главное, чтобы ты оставался человеком, а веровать или не веровать – это твое право. Верить можно во что угодно, но вера становится религией только тогда, когда она сплетается с правилами жизни, мудростью поведения, оценкой поступков и взглядом в будущее. И только на первом этапе создания эта религия, она эффективно помогает людям. Потом приходят служители культа, и религия превращается уже в элемент управления людьми. Вот это тоже один из элементов управления, то, что мы хотели донести, вот, раскрывая сущность этого вопроса. И поэтому, подводя итог вот, своему выступлению, я и хочу сказать, для того, чтобы человеку нормально, успешно в этой жизни проживать, ему необходимо не только выживать, но и развиваться. И он для того, чтобы находиться больше в позитиве, чем в негативе, он должен, первое, научиться структурировать себя изнутри. То есть что сделать? То он должен упорядочить все свои мысли и также навести порядок там, где он проживает, там, где он работает. Потому что Бог помогает тем, кто стремится к порядку. А когда у него будет хаос первозданный, вот если взять любую пару молодую, и если дома у них непорядок, там разбросаны вещи, немытые посуда, там то-то, вот этот весь хаос, он в скором времени перенесется и на взаимоотношения между людьми. Поэтому нужно это правило четко соблюдать. И второе правило – это здоровый образ жизни. Любое наше вот это отрицательные потребности или наши пороки,
наши грехи, как говорит Церковь, они подсоединяют нас к низкочастотному эгрегору. Любой порок это элемент управления. И третье, что я хотел сказать, это позитивное мышление. Старайтесь вот это вот позитивное мышление переключаться чаще, глядя на какой-то негатив или находясь в вот этой агрессивной среде. Здесь нужно просто, у каждого у нас в жизни были хорошие моменты в прошлом. И вот для того, чтобы себя вот настроить на эту положительную частоту, которая была в то время, вспоминайте или свою первую любовь, или какие-то вехи в жизни, которые приносили вам радость и удовлетворение. И тогда сразу переход вот на эти картинки прошлого, они позволят вам обрести внутреннее равновесие. Вот все, что я хотел сказать.